Привет, сегодня расскажу про звуковую карту Maona PS22 Lite, которую я купил в магазине DNS примерно за 4700 рублей. Это бюджетный интерфейс для тех, кто хочет простое и удобное решение без заморочек, чтобы записывать звук, стримить, созваниваться в Дискорде или просто попробовать XLR микрофоны. Я ей уже попользовался что-то около 2 месяцев и расскажу, что в ней хорошего, какие в ней есть минусы и стоит ли ее в принципе брать. Хотя, конечно же, это решение нужно принять вам самим. Начну с внешнего вида. Мне она понравилась визуально. Аккуратная, минималистичная, со сглаженными краями, в черном строгом корпусе. Не выглядит дешево, наоборот, приятный дизайн, который впишется в любой сетап. Лично мне нравится такой спокойный и строгий стиль. По разъемам здесь все просто, понятно и удобно. Есть вход под XLR для микрофона, отдельный инструментальный вход, выход под наушники 3,5 мм, что на самом деле довольно удобно, потому что на многих звуковых картах есть разъем только под 6,3 мм, то есть нужен был бы вам переходник для наушников. Также есть выход на мониторные колонки Line-Out, а подключение совершается через USB-C. И в комплекте есть кабель USB-C на одном конце и USB-A с переходником на USB-C на другом конце. Так что подойдет не только для компьютера, но и в том числе для ноутбука, планшета и телефона. Работает он, конечно же, из коробки, просто подключил и он сразу определяет с системой. Можно вообще не ставить никаких там дополнительных программ, никаких драйверов. Но если хочешь, можно установить Maona Pro Studio. Она легкая, с минималистичным интерфейсом, там можно настроить мониторинг через сам этот софт, можно как-то там погонять уровни громкости и так далее. Но для себя особой применимости не нашел, сильно в программе разбираться не стал, потому что сам вот аудиоинтерфейс все эти задачи для меня закрывает более чем. Из микрофонов я потестировал только Fine Tank 6, в который, собственно, я сейчас и записываюсь. Это динамический комбинированный микрофон, который работает как по USB, так и по XLR. И тут важно, что фантомное питание с ним использовать нельзя, так как это динамический микрофон и подача 48 вольт может его просто спалить. Для таких микрофонов нужен дополнительный усилитель типа TD-Core, либо какие-то другие аналоги. И вот уже конкретно с ними вы можете использовать дополнительное усиление, чтобы микрофон был громче, ну и шумов соответственно в нем было меньше. Но несмотря на это, опять-таки гейна на самой карте ему хватает, можно спокойно писать голос. Правда, есть заметный уровень шума. Я не уверен, идет ли он от самой карты или от наводок электросети. Возможно и то и другое. Но факт есть, абсолютно чистого сигнала нет, и если ты хочешь прям какую-то вакуумную тишину в плане фонового шума, нужно искать что-то более дорогого. Нужно искать что-то более дорогого класса, либо использовать дополнительные усилители. Что касается задержек, если ты мониторишь себя напрямую через эту звуковую карту, задержка практически не ощущается. Можно записывать и слышать себя в наушниках без дискомфорта. Но если использовать программный мониторинг через Maona Pro Studio, то там задержка становится чуть более явной. Она не критичная, но есть, особенно если ты работаешь вживую. И опять-таки звуковая карта более чем закрывает все вот эти ваши потребности. Здесь уже все есть. Здесь у вас 4 крутилки. Это гейн микрофона, это гейн инструментального входа, это громкость наушников и громкость мониторов. Две кнопки, одна из которых это мониторинг, и вторая это за дополнительное усиление. Здесь все это есть, и использование дополнительного программного обеспечения в виде Maona Pro Studio лично для меня не сильно-то и надо. Про наушники. Я подключал сюда только SuperLux HD330 с сопротивлением 150 Ом. Слушать музыку в них можно, но для нормального раскрытия не хватает мощности от самой звуковой карты. Опять-таки, сравнивая, конечно, громкость от встроенной карты какой-то в материнской плате и в этой внешней, конечно, естественно, во внешней звуковой карте звучит порядком лучше. Но все-таки, так как это высокоумные наушники, у них большое сопротивление, им в любом случае требуется поддать дополнительного усиления. Поэтому внешний усилитель здесь все-таки будет обязательно, если ты хочешь более такой раскрытый, более детализированный звук. Но если ты не сильно придирчив и просто слушаешь музыку для себя, просто каких-то базовых задач, вполне себе подойдет. Ну и конечно же стоит понимать, что у большинства пользователей наушники на 32 Ома, либо чуть меньше, либо чуть больше. И в принципе данная звуковая карта скорее всего закроет полностью все ваши потребности. Теперь о минусах, которые я сам заметил при использовании. При повороте крутилки гейна выше 90% происходит резкий скачок громкости, и вот в промежутке с 90% до 100% звук больше не меняется ровным словом никак, остается на том же самом уровне.
Это на самом деле сбивает, когда ты хочешь более точно настроить звук, но в принципе для меня это не сильно критично. Следующий минус — это наличие шумов, но как я сказал ранее, я не могу сказать, что это именно особенность данной карты, а не наводки от электрики. И следующий минус, который я для себя заметил, это отсутствие крутилки, баланса между микрофонами системы во время мониторинга. Вот этой крутилки здесь действительно не хватает. В остальном карта мне понравилась. Maon PS22 Lite — это простой, стильный, минималистичный аудиоинтерфейс, который работает стабильно и без проблем. Он не выносит тебе мозг, и ты просто им пользуешься. Все просто: подключил микрофон, настроил уровни, и можно спокойно писать звук. Подойдет тем, кто начинает, тому, кому нужен рабочий бюджетный вариант, или просто для стримов, зумов, подкастов и так далее. Для своей цены, короче, отличный вариант, особенно если ты понимаешь, что не ждешь от него ничего сверхъестественного. Лично я остался доволен и могу смело рекомендовать как удобную первую звуковую карту. Спасибо тебе за просмотр. Если есть какие-то вопросы, можно писать об этом в комментариях. Подписывайся, также загляни, пожалуйста, в описание, там разные полезные ссылки тоже есть. Пока.